Сегодня у нас какой день? Пятница. Какая нахрен пятница? Вот такая штучка, это называется окончание дымохода. Хорошо. Красиво. Так, возникла проблема с бензопилой. Похожая водичка попала на систему зажигания, хотя как бы и нет. Ну что-то перестала заводиться. Сейчас буду разбираться. Что-то случилось у меня с бензопилой. Прорезал только две стороны, заглохло и больше ни в какую не хочет заводиться. Пару вспышек что-то дает, но никакой влаги туда не попало. Свеча и высоковольтные провода, там где это там сухо, надо будет разбираться, но не сейчас. Неувязочка вышла, ну бывает, разберемся. А сейчас будем продолжать. Сегодня прекрасная погода. Ночью был немножко мороз. Сейчас он солнышко, небо чистое. И уже где-то нулевая температура. Опять продолжает все немножко таять. Сейчас вам покажу, что у нас здесь поменялось. Я вчера не снимал. Сегодня посмотрим. Значит, здесь вот, как видно, потолочки уже практически готовы. Подсохнет. Видите, еще не совсем подсохло. Вот. И будут дальше шкуриться. Будет идеально ровненько. В этой комнате нашей гардеробной, значит, вот тоже все подсыхает. Тут и стены зашпатлеваны. Но это будет гардеробная, поэтому тут будут еще шкафчики, полочки, ну, в общем, будем смотреть. Это уже мебельные конструкции здесь будут. А так вот все это дело подсохнет, зашкурится и, можно сказать, будет пока готово. Сегодня я начну, залезу, вырежу эту уже пленку и попытаюсь разметить и начать делать дыру туда под дымоход. Значит, дымоход, все трубы, колено, тут и там много чего. И капельники, тройники, наружу, и там сэндвич, утепленное, все это дело я уже заказал. В пятницу сегодня должны отправить, в пятницу должно прийти. А в субботу еду Виктора забирать и заберем эти все трубы и будем мастырить. Но к тому времени хочу прорубить там дыру. Размеры мне все известны, но буду пробовать. Покажу, что у нас здесь происходит. А здесь у нас вот полным ходом штукатурка кухни, стен идет. Вот потолок тоже как бы уже заштукатурен, подсыхает. Потом будет шкуриться. Ну вот и уже там переходят на второй этаж. Тут практически уже почти закончено со штукатуркой. Здесь будет плитка. Ну, на втором этаже пока показывать нечего, потому что там только приступили. Вот такие леса сделали, чтобы лестничный проем туда достать, там штукатурить, иначе тут не достанешь. Вот наше УФО обогревает, чтобы быстрее здесь просыхало. То, что влаги довольно много, раствор высыхает, и она здесь. Выпускаем, открываем окна периодически, чтобы выпустить отсюда влагу. Ну и работают вентиляторы. Вот у меня один, второй. И приедет кондиционер. Вроде бы обещали в пятницу. Так что будем смотреть. Потом, когда поставят у меня с той недели, с понедельника вроде, ну, в понедельник, вторник, не знаю, приедут установщики, поставят кондиционер, тогда у меня проблем здесь не будет с отоплением. Он очень мощный, на тепло
дает 4 где-то с половиной киловатта тепла, а потребление около киловатта. Вот так. У него КПД пятерочка. Ну, посмотрим, как он работает. КПД, правда, при минус слишком, там минус 20, такого не будет, будет явно поменьше. А до минус 10, вот, с таким КПД. Посмотрим. А вон там рыбаки, если видно, сидят. Ловится у них что-то там, не ловится. Мне не до рыбалки, так что это будет уже потом. Главная стройка. Прорезал я эти пленки. Тут утеплитель мы специально в этом проеме не ложили. Вот. Там везде между пленками утеплитель, здесь нету. И сейчас вот уже разметил, мне надо чуть-чуть ниже вырезать гипсокартон. И потом буду уже сверлить газоблоки наружу. Вот, подготовил. У меня ударная дрель, а не перфоратор. Длинное сверло насквозь. Газоблоки сверлятся без вопросов. Эта труба у меня 180 внутренний диаметр, и туда идет сэндвич с утеплителем, и наружная труба 250. Поехали! Болгарочку эту вырежу. Не нашел я очков для защиты глаз, поэтому поставим вот такие солнцезащитные. Как вам прикид? Ну, поехали! Ну вот такой проемчик у меня получился. И здесь вот так вот это все вырежется. Это где-то 260. И по высоте тоже труба у меня 250. Так что нормально она туда станет. Прорезал его по контуру, здесь прошелся сверлом вот так, и с той стороны тоже. Там некоторые дыры вышли насквозь, но тут, видите, еще гипсокартон, и с той стороны у меня еще утеплитель, поэтому вот этого сверла на газоблок хватает без вопросов, оно 40 сантиметров, но тут за один раз проход, как говорится, не пройдешь. Сейчас молоточек у меня вот такой есть, тяжеленький немножко, и сейчас мы тух-тух, и оно должно все выйти. Сейчас покажу. Все, он уже там. Ну все отлично, как видим, дыра готова. Пока трубы не приехали, сейчас я сюда заложу утеплителем, чтобы туда теплый воздух не выходил. Привет! И сегодня у нас какой день? Пятница. Всем доброго Какая нахрен пятница? суббота. Всем доброго дня. Ты какого ругаешься мне на камеру? Вот засело в мозгу, сегодня пятница. Ну ладно. Ты у меня приезжаешь по каким дням? Ну просто я с пятницы начал готовиться, потому да. А, все. Сегодня у нас суббота. Сегодня я поехал в райцентр, естественно, забрал Виктора, и мне, я уже говорил, было заказаны трубы для нашего камина. Вот все они пришли. Вот тут такие сэндвичи. Вот такая все
это дело. Я заказал внутри нержавейка, здесь снаружи оцинковка. Можно было заказывать и нержавейку еще и снаружи, но это просто отчасти немножко переплата денег, там почти в 1,5 раза. Тяжелая. Ну, тяжелая, дороже получается, но главная проблема: нельзя заказывать черного металла. Оцинковка, не оцинковка, внутренний дымоход. Это только нержавейка. Здесь утеплитель идет, а здесь уже нету такой агрессивной среды. Плюс оно будет само собой чем-то у нас еще отделано. Вот. Тут у меня вот такие тройники. Ну, все распакую, потом покажу. Тут колено вот такие. Так, это наверх трубы, переход вот с этого сэндвича вот сюда на дымоход. Потом, естественно, сюда еще, ну это уже позже, закажется, возможно, грибок, а может и нет, потому что вот тройник, тут будет и этот капельник для сбора этого конденсата с трубы, он будет вот так стоять. Вот тут у нас основная часть трубы пойдет вверх. Вот, и весь конденсат, который это, он будет скапливаться сюда, а это уже пойдет в камин. То есть конденсат сюда не будет идти. Тут будет капельник стоять, так что проконсультировался, даже иногда ставят наверх конец трубы, даже и грибочка можно не ставить. Если дождь будет попадать, то он в трубе по прямой, и там в капельнике он стекает. Ну, то посмотрим. Грибочек, я думаю, наверное, мы поставим. Вот. Тут регулятор тяги. Шибер я не заказал, мне посоветовали, это не намного дороже того же шибера. Все, естественно, с нержавейки. Но это более, как говорится, современное уже решение. Регулятор тяги, и он перекрывает эту трубу, и он поворотный. А шибер это как старая задвижка. Выдвинул, задвинул. Поэтому я заказал вот такое. Вот. Тут обычная труба уже, без утеплителя. Вот. Ну, все мы распакуем, потом я все покажу. И еще, только мы приехали сюда, еще даже не совсем разгрузили москвич с этого всего дела, и нам привезли кондиционер. Значит, тот, который я заказывал, который до минус 35 будет работать градусов на тепло. Вот такой кондиционер, Panasonic, вот его марка. Кому интересно, вы можете набрать в интернете и увидеть его параметры. Вот. Нам тоже доставили, я заказывал с доставкой и с установкой. Туда сейчас занесем. А внутренний, то есть это внутренний блок, наружный блок мы уже вот занесли. Вот он. Вот он стоит. Наружный блок. Значит, сегодня под вечер перезвоню этим установщикам. И, возможно, в понедельник, либо во вторник приедут, нам поставят. А нам, ой, как нужно здесь отопление, потому что вот эти... то, что кондиционер может работать в режиме... И кондиционер может не чисто на отопление, а работать даже на осушение воздуха. А мне важно осушение. Здесь влага, конденсат, вот если видно, я уже прорезал эту всю пленку и все это дело, чтобы делать дымоход. Я же там вот дыру, я показывал, сделал. И вот видите, что уже получилось. Внутренняя влага, он уже конденсируется. Видите, какие здесь капли. Здесь влажность еще очень хорошая. Ну а как же она может быть нехорошая, если потолки еще не совсем просохли? Если здесь тоже все вот поштукатурили, еще просыхает. И здесь у меня ж... Вот на кухне тут уже вот штукатурка по самому газоблоку идет. Вот здесь еще потолще слой пошел штукатурки, потому как здесь у нас был уголок, который мы расширяли окно потом. Ну, в старых влогах видно, оно было где-то вот такое, и мы расширяли, потому мне пришлось поставить уголки с этой, с той стороны. Но они... Мы поставили их, не утапливая туда. Естественно, они выступали сюда, здесь чуть толще слой штукатурки. Ну вот, все подсыхает, как видим. Здесь потолочек тоже уже сделан. Здесь все поштукатурено и практически уже поштукатурено на втором этаже в спальне.
Ну вот так. Значит, сейчас мы распакуем. Ничего нету. Да зачем ты распаковал наружный блок? Там ничего нету. Закрой его. Приедут установщики, будут распаковывать. Во внутреннем блоке там должна быть документация и пульты управления, наверное. Пока они сами распаковывают и смотрят, что к чему. Вот оно так выглядит. Ну, темно немножко, какая разница. Ну, так, наступил, свет выключил. Так что внутренний надо распаковать, достать документацию, еще почитать что-то, а это оставь. Ну вот так, и тут я уже одну штучку нашу для дымохода распаковал. Это вот такой у меня будет, это окончание называется дымохода. Привет! Сегодня новый день, и вот мастырим мы уже эти трубы. Вот уже немножко с трудом присандалили эту трубу туда, видите, сэндвич. Вот таким хомутом закрепили, очень крепко держится, ничего не болтается. Вот, немножко повозились, конечно. Значит, что у нас дальше? Вот у нас... Нет, дальше колено. Вот, дальше у нас колено под 45 будет. Сейчас его будем садить на герметик. Вот здесь канавка вот такая, туда герметик. Вот у нас термогерметик вот такой, если видно. И тут до 1500 градусов он написано. Ну, как раз вот для этого дела. И дальше у нас вот такой будет регулятор тяги. Вот тут вот такая ручка. Вот оно открывается, закрывается. Вот такая штука будет. Ну, вот так она будет. Да, она будет, кстати, тут стоять у нас будет под углом, рычаг будет выходить, потом будет такая тяга приделана, ну, потом покажу, чтобы мне ж было регулировать, потому что этот рычаг будет внутри камина, он наружу не выходит, поэтому тягу надо будет делать. И вот, оказывается, еще сколько мне надо доложить кирпичей, потому что, чтобы все стыковалось. Я думал, то уже был уровень, вот, но, увы, под 45 не получается. Есть, в принципе, гофрированный гибкий изгиб, но я его не брал, поэтому у меня два колена под 45. Вот оно, что получается, это вот сюда. И сюда как раз между этими двумя коленами вот этот регулятор тяги. Ну и все. А здесь мне надо доложить будет кирпича потом. И как бы дымоход с внутренней стороны будет готов. А снаружи там мы уже прилепили тройничок. Но пока временно, чисто чтобы посмотреть. Чтобы посмотреть выступ длины этой трубы. Значит, от стены не менее 10 сантиметров труба отступала, типа в целях пожаробезопасности от горющих материалов. Хотя это сэндвич, он уже тут температуры большой не так имеет, но рекомендуют, значит, мы так запасы сделали. Помимо всего этого, еще от стены 10 сантиметров будет. Ну, здесь все потом заделаем минеральной ватой. И вот это все, видите, я вырезал, потому что здесь же это пенопласт у нас, обшивка. Поэтому вот тут заложится на вот таком расстоянии минеральная негорющая вата, чтобы исключить любое нагревание пенопласта. Ну вот так, сейчас будем дозакреплять все это дело внутри, а потом уже вот здесь надо будет крепить эту.
Привет! А сегодня отличный день. Как видим, солнце, небо, ну, немножко облачно, но это. И выпал у нас снег. Ну, где-то сантиметров 5 выпал, может 6. Вот, опять зима началась. А так уже был, растал полностью все. Вот. И что у нас сейчас покажу. Здесь творится, я уже ходил сюда. Значит, такой у нас сегодня приятная погода, поэтому и приятно находиться на улице, ландшафт где-то минус 2 градуса. Наконец-то я градусник купил. Вот. И смотрим, что у нас здесь. Вот я уже сюда ходил на наш мостик, а мы, как видим, здесь водичка добирается уже до, как я и говорил, аж туда будет под берег. Ну, еще где-то метр ей осталось. Ну вот здесь, видите, получается, вода добавляется, лед поднимается, он трещит, звуки такие издает тут аж. Вот такие. Вот. И лед поднимается, а вот под берегом вот тут льда, ну, буквально очень тоненький. Потому что вода выходит сюда, а вот это все поднимается. Вон там рыбачок сидит, он еще сидит. То есть там лед хороший. Вот такая у нас погода. Очень круто. И тут уже еще где-то, даже если полметра добавится, да, даже не метр и полметра, уже будет уровень воды, как и было. Сейчас хорошо и красиво. Ну что, время не любоваться ландшафтом, надо работать. Вон наш домик.